Приветствую всех, с вами Хулды, и наконец-таки, да, я вас обрадовал. Вы, думали, что я опять, как гад, выпущу Duskwood после нескольких видео на компьютере, но нет, я вас пожалел, и все-таки продолжаем проходить и путешествовать по миру тумана, и пытаться спасти от всяких татуированных здоровяков и людей этого команданта в городе Назарет. Если сейчас я, конечно, ничего не напутал с названием, так как я уже не играл довольно долго. И мог что-то подзабыть. Так, сейчас мы спасаем чувачков. Этого торговца спасаем от бандитов. Сейчас мы быстренько грохнем этого чертового главаря. Да, я знаю, выбор дал мне минус карму, но мне главная карма должна держаться где-то на 200-300 человек. Ну, 300 их единицах карма. Предлагаю дуэль, ты против меня, все по-честному. Выиграю, вы убираетесь отсюда навсегда. А если выиграю я, тогда все эти люди будут платить тебе дань до конца своих дней. Откинув голову, здоровяк хохочет. От его смеха дрожат артефакты на полках и сыпется пыль с потолка. Его, приближ... Его приблюдыши лишь ухмыляются. Многие положили ладони на эфесы поясных ножей. Стоит их главному сейчас отказаться от моего предложения, и начнется резня. Трость, похоже, это понял. На лбу выступили испарины, левая рука согнута поближе к самострелу. Олег, уйди отсюда. Продолжаем. Что-то меня немножко отвлекли. Хочешь обойтись малые жертвы? Спрашивает здоровяк. Ты меня знатно повеселил. Хорошо, сделаем по-твоему. Выходи в центр зала. Он снимает ножны с мечом, небрежно бросает на прилавок. Его люди переглядываются, чуть отступают, давая больше пространства для дуэли. Не показывает своих чувств. Я не показываю своих эмоций, как бы ненароком бросаю последний взгляд на трость и его отряд. Один за... Один за один, пусть будет так. Гигант, правда, шире меня в плечах и в плечах в несколько раз, и кулачище у него, как ядра. Хватит одного удара, чтобы переломать все кости. Словно прочитав мои мысли, он вытаскивает два кривых кинжала. Их черные лезвия маслянисто поблескивают в сумраке магазина. Честный бой, да? Честный бой, да? Тот игнорирует мои слова и говорит: разрешаю достать тебе меч. Но у меня его нет. Трость окликает меня, вытаскивает из ножен свой одноручный меч, кидает его на пол и ногой толкает в мою сторону. Я поднимаю оружие. Костяной эфис обжигает холодом ладонь. Мышцы на руке напрягаются, клинок настолько тонкий, что чуть подрагивает от каждого движения. Но заточен идеально. Провожу пальцем по лезвию, тут же выступает кровь. Ты готов? Да. Без лишних разговоров здоровяк бросается в бой. Его кинжалы превращаются в смертоносный стальной вихрь. Удивительно, но я парирую каждый его удар, словно какая-то сила подсказывает и ведет меня. Опустить меч чуть лево, загнуть в левое колено, парировать, отскочить. Несмотря на комплектацию, глава бандитов двигается легко и грациозно, настоящая машина смерти. И лишь чудом я отражаю его атаку. Давая небольшую передышку друг другу, отходим на расстояние шагов 8. Пот заливает мои глаза, легкие жжет огнем, а сердце бешено стучит, отдаваясь ударами в ушах. От усталости опускаю клинок. Кажется, будто никогда больше не смогу его поднять. А ты хорош. Из твоего черепа сделаю кубок. Он, как и я, тоже запыхался. Все-таки устает, урод. Обещаю безболезненную смерть.
Без единого слова здоровяк несется на меня. Я опираюсь спиной в шкаф. Я упираюсь спиной в шкаф с артефактами. Решение приходит мгновенно. Подожди, рвануть навстречу врагу? Давай артефакт. Хватаю первую попавшуюся вещицу и бросаю ее. Бандит без труда двумя ножами отбрасывает импровизированный снаряд. Это мне и надо. Я бегу ему навстречу, и когда нас разделяет всего шаг, падаю на колени. Быстрый, практически незаметный взмах меча, и от паха до груди здоровяк проявляется аккуратно расчерченная рана. Тот непонимающе смотрит на меня, валится на пол. Кинжалы так и остаются в его руках. Затем он, булькая и хрипя, испускает дух. Все кончено. Мой взгляд устремляется на бандитов. Думаю, что они сейчас полезут мстить за главаря. Абсолютная тишина затягивается. Но те молча уходят из магазина, будто бы ничего страшного не произошло. Даже тело не забрали. Трещина этот мелкий крысеныш перед тем, как раствориться в ночи, улиц мстительно смотрит на меня. «Проваливай, ублюдок», — говорю я. «Еще раз встретишься на пути. Изрублю». Расслабленно вздыхаю. Пронесло. Только сейчас понимаю, что щека горит огнем. Все-таки амбал сумел меня ранить. «Где ты так научился махать мечом?» — спрашивает подошедший ко мне трость. Выглядит он счастливым. Если бы я знал. Спасибо тебе, если бы ты вовремя не вмешался, нас бы всех перебили. Подставили меня шпионы. Попросить что-то в награду. Ну давай благородством. Городе, да? Ну ладно, пусть будет по-твоему. Чутье подсказывает, пора уходить, мало ли бандиты передумают. Или подкараулят меня. Я еще некоторое время стою с группой, улыбаюсь, о чем-то болтаю с ними. Но когда те переключаются на торговца, лавки, незаметно прошмыгиваю на улицу. Город ждет меня. Дом редких артефактов. Блин, зря я не взял арбалет. Вот я жалею, благородный, блин. Теперь без оружия хожу твоим... Подожди. А меч? Мы отдали ему меч? Мы ему меч отдали? Блин, а это плохо. Случайно встретившись... О, отлично, возьмем. Возьмем себе на превьюшку. Мне нужна превьюшка. Добро пожаловать. Случайно встретившись, лавочник указал путь к домам путешественников. Там меня покормят и выделят койку на ночь. Главное вести себя тихо. Так, что у нас в инвентаре? Да у нас ни хрена нет, кроме двух вещей. Благородный, блин. Вот я жалею, что я выбрал этот вариант. Ну, ничего не поделаешь. Будем играть, как говорится, гордый герой с голой жопой. Короче говоря. Вот такое вот у нас будет снаряжение. Единственное, карты и, блин, шкатулочка. Ни хрена больше. Нормально. Дом для путешественников представляет из себя гнетущее зрелище. Серые облезлые стены, окошки бойницы без стекол. Полуразвалившаяся большая печная труба, выплевывающая в безжизненное небо черный жирный дым. О, не, вот это. Это больше подходит. Это хотя бы покрасивее. Кирпичный гроб, окруженный гробиками, поменьше хлипкими постройками. Напротив здания стоят сотни купцов, укрытые от снега холщовыми покрывалами. Поначалу кажется, будто их никто не охраняет, и они брошены здесь всем ветром. Но потом взгляд выхватывает одного, того другого ленивого
Но потом взгляд подхватывает того одного, того другого ленивого, бродящего по периметру бородача с топором на поясе. Я останавливаюсь напротив массивной металлической двери. На ней вывеска с накорябанными гвоздем и иероглифами «Отдых и ночлег». Эти иероглифы кривые накладываются друг на друга. Город едва стоит, город едва сводит концы с концами. Неудивительно, что даже в самом денежном месте не хватает монет на приличную вывеску. Ага, все деньги 100% у этого команданта остаются. Буржуй. Да и зачем стараться, когда нет конкурентов? Хотя и то верно. Оглядеться. Мое внимание привлекает лысый мужик, покачивающийся напротив горящего бака у стены дома, где для путешественников. На лице смеется змеятся синие татуировки. На лице змеятся синие татуировки. Мутные глаза, не мигая, уставлены в огонь, губы двигаются, выплевывая что-то неразборчивое. Нажрался бедняга. Тяну дверь на себя и захожу. У порога обдает горячим спиртным воздухом, наполненным запахом прокисшей хмельной воды, протухшего мяса и еще чего-то едкого. После улицы нелегко привыкнуть к сумраку. Сумраку. Здесь царство густых чернильных теней. И хотя повсюду стоят металлические канделябры со свечами, и на стенах горят факелы, приходится напрягать зрение, чтобы сориентироваться в пространстве. Осмотри посетителей. Людей мало. Те, кто есть, в основном стоят стоя едят. Лениво лениво перешептываются. На меня даже не обращают внимания. Многие щеголяют странными кожаными плащами с пушистыми меховыми воротниками, покрашенные красным и зеленым бороды, заплетенные в сложные косички. На столах лежат ножницы с металлическими или с мечами или кинжалы. На столе лежат ножны с мечами или кинжалы, предупреждающие знаки тому, кто захочет завести разговор. Замечаю длинную стойку в самом конце помещения, направляюсь к ней. Подмечаю, стулья здесь заменяют баки, металлический стол металлические столы приварены к полу. У стойки меня кивком приветствует лысеющий усач. Его щеки испещрены красными точками, на жирном лбу шрам. Руки крепкие, мышцы не одрябли с годами. Одежда простая, но чистая, тканные серые штаны и рубашка с костяными пуговицами. Порция тушеного мяса с картошкой и стакан хмельной воды. Не вопрос, утверждение. Я бы хотел... Хотеть бабу будешь у себя в центре, а здесь, будь добр, жри, что дают. От такой словохотливости поначалу опешиваю. Кивнуть. Придя в себя, киваю. 2 бронзовые монеты за порцию жратья. Голос усача хриплый. За каждый дополнительный стакан хмельной воды еще 1 бронзовая монета. Комната стоит 2 серебряных. Комната стоит 2 серебряных. Если напьешься, никто тебя наверх не потащит. Будешь тут валяться на полу в собственной блевотине. К красотке не приставать. Увижу, отправлю на улицу, а ночи нынче холодные, не советую меня злить. Все уяснил? Да. Запускаю рукав в карман. После всех моих приключений радует одно, у меня появились деньги.
А считав нужную сумму, хочу было отправиться к ближайшему свободному месту, когда усач меня окликивает. «Ты куда пошел, придурок? Еду свою сначала забери, здесь тебе не центр, никто ничего не принесет». Мимо меня проходит полная девушка с подносом в руках. Мимо меня проходит полная девушка с подносом в руках, ставит его на столик трех бородачей грозного вида и, виляя огромными бедрами, возвращается в кухню. А это что такое было? Не дрос, не дорос еще, буркает в ответ он и подвигает ко мне поднос с едой. Выбрать самое темное место. Выбираю местечко в самом углу. Свет факела сюда не доходит, буду укрыт тьмой. Лишнее внимание мне не нужно. Быстро все проглочу, узнаю, где моя комната, и завалюсь спать. Отдохну наконец-то по-человечески, а потом обмозгую, что к чему. Столько всего произошло после того, как заявился в Назарет. Тушеное мясо жесткое, пересоленное, да на вкус как резина. Картошка вообще отдает чем-то тяжелым, мерзким. Воспоминается хорошее сравнение болота. Болото. Я повторяю слова вслух. Оно кажется мне неправильным, неподходящим. Но почему? Стоит об этом задуматься, как в висках больно стреляет. Проклятие, потом все. Потом, все потом. Позволите к вам присоединиться? Отвлекаюсь от своих мыслей и поднимаю голову от тарелки. Передо мной стоит паренек на вид моего возраста. Подтянутый, высокий. На лице широкая искренняя улыбка, которая оголяет ряд белоснежных зубов, но больше всего внимания привлекает прическа, аккуратная, ровная. Виски выбриты, черные волосы красиво уложены. Сразу видно, что незнакомец не из Назарета. Местным не до таких пустяков, как уход за собой. Я не хотел грубить, как говорится, лучше не груби. Сделав вид, что мне наплевать, продолжаю ковыряться в тарелке. Прошу прощения, если кажусь назойливым, но мне так не хватает цивилизованного общения. В этом месте можно совсем одичать. В этом месте месте можно совсем одичать. Это столь тяжело находиться так далеко и так долго и так далеко от дома. А вы, судя по одежде, тоже из центра. Следишь за мной? Все от проклятущей скуки. Надо признаться, я сидел вон у того дальнего столика, что у самой лестницы, и тут же вас приметил, как только вы вошли в это унылейшее место. Подойти сразу не мог, этикет не позволяет. Выждал немного времени, и вот я тут. Нижайше, прошу побыть с вами, насладиться исходящим от вас лучами. Блин, какой прям, такой вежливый прям. Эх, подозрительный ты черт. Черный. Братан, ты подозрительный. Чересчур что-то он подозрительный. Ладно. В сумраке его глаза неестественно блестят. Я задумываюсь над словами незнакомца. Прогнать или оставить? Выглядит он вроде не опасным, убедительно объяснил, почему подошел ко мне. Но нет ли тут ловушки? Оставить. Ай, надо гнать паранойю. Можешь остаться, говорю я. Приятно это слышать. Он ставит поднос на мой стол, цепляет вилкой кусочек мяса и принимается болтать без остановки. Меня сюда отец прислал, мол, пора повзрослеть и увидеть настоящий мир. Со мной он, конечно же, не приехал. И выделил людей из сани, дал наказ не возвращаться, пока не наберу злейшего здешнего металлолома на мечи. Ох, тяжелая же была дорога до Назарета, я тебе скажу. Пурга, холодрыга, мои слуги еле тащат сани, чуть не издохли. Как сюда добрались, сам не знаю. Надо поблагодарить чумного бога. Надо благословить чумного бога.
Мой взгляд падает на глиняную кружку хмельной воды. Так и не притронулся еще. Не притрагиваться к алкоголю. Но что-то и желания нет. О! Трезвенники, вот, смотрите, трезвенники оценили добрый поступок. Плюс мораль. Но я пить в любом случае не буду. Ни хрена. Я хоть этот чувак очень довольно добрый, он реально выглядит таким, не знаю, беззаботным, но я уверен, что это точно что-то там нечисто в нем. Да и напиваться как-то не хочется. У нас и так мы постоянно, блин, настороже. Зачем нам терять свою силу? Сейчас напьемся и будет потом проблема. Мы вообще, получается, как я знаю, если ты долго не пьешь и выпьешь, потом тебя катит, как будто ты вообще ни разу не пил алкоголь, ты просто упадешь. А мы, не знаю, пили вообще алкоголь в своей жизни. Непонятно. Вот, допустим, выпью сейчас, опьянею и, скорее всего, сильно норму-то для... И, скорее всего, сильно. Норму-то для себя не знаю, а потом бери меня не хочу. Обчистит и без того мои скудные пожитки. Лучше побуду с трезвой головой. Может, узнаю чего полезного. Узнать возраст, узнать имя парня. Как тебя зовут-то? Вот я не культурный остолоп. Наигранно бьет себя в лоб парень. От местных понахватался. Я цепной. Странное имя. Ну уж какой дали, я не выбирал. Всяк лучше какого-нибудь худого, лысого или топора. А тебя как звать? Безымянный. Годится. Отметим знакомство. Он поднимает кружку и отвечает. Не пью, особенно в незнакомых местах с незнакомыми людьми. Так мы уже познакомились. И все-таки нет. Парень пожимает плечами и залпом все выпивает. Я подзываю красотку, прошу заменить хмельное пойло на воду. Та, посмотрев на меня как на идиота, кивает и растворяется в сумраке кухни. Через некоторое время на моем столике появляется кружка с черной, как ночное небо, пахнущей помоями жидкостью. Не решаюсь сделать даже глоток. Вот поэтому мы все здесь пьют хмельную воду, говорит цепной. Ну, я все-таки, ладно, я лучше умру от жажды, чем выпью чашечку. Он уходит к стойке и возвращается уже с целым кувшином. Мне не предлагает, хотя хитро посматривает в мою сторону. Наливает себе пойло. В кружке поднимается шапка пены, стекает на стол, оставляя после себя липкие пятна. Я молчу. Цепной, оперев подбородок на кулак, говорит. Я вообще-то сначала хотел заскочить в город каннибалов, уж много больно слышал про это место. К тому же многие торговцы из центра туда любят захаживать за всякими редкими штуками. Город каннибалов? Тупо переспрашиваю я. Ага, подземный, не слышал что ли? Когда-то там в древние времена жили боги, но они ушли, умерли, вознеслись, не знаю. После 5-го катаклизма люди спустились в город, тогда шкварные ледяные ветра могли содрать с человека кожу, а снежинки оставляли ожоги. Никаких богов там больше не было, поэтому люди стали жить под землей. Чуть позже дал о себе знать голод. Делаю глоток из кружки, вода горчит. И они до сих пор едят человечину, спрашиваю я. Ага, хотя они могут этого не делать, с центром и с другими городами более-менее налажена связь. К тому же в подземных шахтах спрятано много сокровищ. Бери не хочу, а потом продавайте втридорого. Однако местные решили не отказываться от своих привычек. Хе-хе. Это у них своего рода культ. Они даже поклоняются мясному богу. Дрожь прокатывается по телу. Каннибалы. Мерзость. Дом путешественников уже не кажется такой дырой, как и весь Назарет. Здесь, по крайней мере, меня никто не рассматривает как холодную отбивную.
ходячую отбивную. Хотя с чего я вдруг так уверен? Ну да, тут нельзя быть полностью уверенным. Хрен пойми, какие у них там мотивы. И я побывал там, говорит Цепной, в подземном городе каннибалов. Торговец пускают, торговцев пускают лишь на рынок, но и того, что увидел, оказалось достаточно. Да и свою коллекцию редких штучек пополнил. Как вернусь домой, обязательно покажу ее отцу. Я спрашиваю, эта коллекция у тебя с собой? Цепной кивает. Конечно. Можем подняться в мой номер, и я покажу. Не думаю, что это хорошая идея. Я подозреваю, у меня подозрение. Я подозреваю. Не, спасибо. Да не бойся ты, я тебя не съем и грабить не хочу. Пойдем ко мне. Обдумаю его слова. Паренек не выглядит опасным преступником или убийцей. Такой даже меч, наверное, никогда не держал. Ну тут ты зря. Ты так зря. Огромное количество людей, которые выглядят очень безобидно. Огромное количество таких историй написано, где человек-герой может выглядеть абсолютно безобидным вообще, даже маленьким ребенком с глазами, как у какой-нибудь анимешной девочки. И глазами, подобным глазам кота в сапогах, я не знаю. И он может оказаться полным маньячеллой. Слишком холеный, слишком утонченный. Готов поспорить, что всю тяжелую работу за него выполняют охранники. Я не хочу. Благодарю, товарищ Цепной, я благодарю вас. Ой, блин, я опасаюсь проблем. Пойти или не пойти? Может пойти за контентом? Может контент пошли? Хватит опасаться. А пошли, а? А может пошли? А может не надо? Блин, я не знаю, что выбрать, контент и, возможно, смерть, или без контента, но, возможно, мы останемся в живых. Ну не доверяю я этому чертовому интеллигенту. Ну 100% каннибал какой-нибудь, не знаю, механик-маньяк, который делает из людей машины, наномашины какие-нибудь, хрен знает, пойми, что тут могут сделать. Ладно. Эй, ты чё делаешь? Извиняюсь, тут кое-кто ходит. Не очень удобное место. Эй, подруга, стой. Так, секунду, я отойду? И зря я подозревал его. Нет, я никуда не пойду. Пальцы Цепного касаются моей ладони, волна холода прокатывается по телу. Пытаюсь вскочить, но ноги меня не слушаются. Иди за мной. Не в силах сопротивляться, поднимаюсь, следую за Цепным. Мы доходим до цементной лестницы, ведущей на второй этаж. В панике хочу закричать, губы остаются сжатыми. Редкие посетители дома путешественников не обращают на нас внимания. Наверху оказывается прохладно и очень тихо. Коридор небольшой, упирается в глухую грязную стену. Мы подходим к первой двери. Комнатушка крохотная, едва поместится 3 человека. Из мебели полуторная кровать и огромный старый шкаф, да видавшая виды тумба. Возле окна бойницы стоит подсвечник с 10 горящими свечами. Пламя подрагивает от сквозняка, чего по помещению пляшут тени. «Садись», послушно плюхаюсь на кровать. Цепной открывает шкаф, достает небольшой резной сундучок, подходит ко мне. «А ты действительно хорош, как я и предполагал». Он касается моего лба, холод в теле спадает, чувствую, как могу пошевелить пальцами, правда с огромным трудом. Хохот прокатывается по комнатенке. Отсмеявшись, Цепной пододвигает к кровати маленький бак, садится на него. Пальцы бегают по стенкам сундучка.
Дорогая вещь. Сложные резные барельефы изображают странных трехпалых существ с длинными вытянутыми мордами. На золотом механическом замке поблескивают драгоценные камни: синие, зеленые, красные, оранжевые, алмазные. Алмазы. Порой реальность бывает жестока, друг мой. Цепной не отрывается от меня, открывает сундук. Мой взгляд падает на дорогой красный шелк. В животе появляется комок льда. Нет, это не может быть. Мне все кажется, это же бред. В глубинах сундука лежит человеческое лицо. Человеческие лица! На коже многочисленные складки, на тех местах, где их вырезали или оторвали. Зак- запеклась кровь, рты разъявлены в беззвучных криках. Глаз нет. Это пугает. «Мой хозяин передает тебе привет», — говорит Цепной. «Он идет навстречу, и никакой туман его не остановит». Туман? Что-то мне кажется, или мы с этим Цепным знакомы. Он нас еще, значит, знаете, мы хорошо сделали, что мы не доверились ему. Мы доказали то, что мы не дебилы. Скорее всего, он нас проверял на доверчивость. Он резко изменился, исчезла доброжелательность, взгляд стал колючим, злым. В каждом его движении появлялась звериная грация. Появилась звериная грация, неестественная для человека. «Пошел ты!» Цепной пропускает мимо ушей мои оскорбления. Всему свое время. Можно попробовать напасть, но как это сделать, если даже подняться не могу? Парень нежно гладит вырезанные лица. Как они страдали перед смертью, говорит он. Многие умоляли пощадить. Некоторые пытались вырваться на свободу силой. Но все тщетно. Посмотри, сколько здесь их. Мужчины, женщины, дети, старики и старухи. Моя коллекция боли. Хозяин не запрещает мне это делать, наоборот, подбадривает. Больной ублюдок. Весь этот мир болен, и мне хватает смелости признать свою натуру. Он встает, кладет сундук на бок. Впрочем, мы разговорились. Пора и делать, мой друг. Мы еще и с тобой обязательно встретимся. Может быть, наверное, возможно. Если ты вырвешься из западни. С этими словами он вскидывает руки. Миг, и тело парня распадается на тысячи чернильных клякс. Они, кружась в воздухе, съеживаются. До тех пор, пока от них ничего не остается, кроме тяжелого запаха крови до медного привкуса на языке. Я не мог поверить в происходящее. Протягиваю руку. Цепной только что стоял здесь, и теперь он растворился в воздухе. Но сундук остался. Вырезанные лица широко улыбаются. Еще бы они были свидетелями свидетелями отличной невероятной шутки. По телу проносится ледяная волна. Вспомнив кое-что, я достаю из кармана колоду. Дрожащие пальцы перебирают карты. Точно! Вот она! На главной стороне шут с чудным красно-черным колпаком. И лицо у него Цепного. Те же голубые колючие глаза, та же мерзкая ухмылочка, те же впалые щеки. Хотя на карте с белым гримом он больше похож на мертвеца. Двери сотрясаются от ударов. Бум, бум, бум. Видимо, бьют огромными кулачищами. Найти выход. Я вздрагиваю, вскакиваю и бегаю по комнате, как крыса, загнанная в угол. Сундук надо убрать. Нет, лучше спрятать. В шкафу убегу через окно, слишком маленькое. Мысли мечутся, грызутся друг с другом. Удары не прекращаются, наоборот, становятся все более сильными. По двери уже бегут
бегут трещины. Скорее всего, цепной согнал сюда стражников. Они ворвутся, увидят сундук с лицами, и мне конец. Попасть в соседнюю комнату. Вдруг мой взгляд падает на стену возле шкафа. Что это? Неужели... Да! Потайная дверь, видимо, в соседнюю комнату. Вбегаю в соседнюю комнату. Выбегаю в соседнюю комнату. Здесь есть выход на балкон. Дергаю ручку. Да открывайся же! В коридоре стоит страшный грохот. Раздаются вопли, хруст дерева, стальной скрежет. Наконец хрупкая дверца поддается, в лицо бьет холодный воздух и снежная крупа. Оказываюсь на балконе. Взгляд выхватывает ящики, мотки веревки, ведра. На улице никого нет, но спрыгнуть не получится. Внизу валяются битые кирпичи, на земле воткнуты металлические стержни. Цепной все продумал. Как же быть? Можно перепрыгнуть на соседний балкон, расстояние, правда, приличное, и отталкиваться от перил неудобно. Слишком слышу, как входная дверь слетает с петель, бьется о стену и падает. Время на обдумывание больше нет. Прыгнуть. Я прыгаю. Ударяюсь о балкон. В последний момент, вцепившись одной рукой за перила, ноги дрыгаются в воздухе. От шока сердце стучит, как паровой молот. Я не без труда подтягиваюсь и падаю на балкон. Несколько мгновений лежу, переводя дыхание. Уши заложило, в кончиках онемевших пальцев отдается пульс. Что же это там за монстры? Мне кажется, с цепным 100% это что-то такое-этакое, но мы продолжим уже в следующей серии, узнаем, кто это такие. И, честно говоря, очень хочется узнать, кто вообще этот цепной. Он нас знает, это 100%. Он сказал, он нас приметил сразу, значит, он знает. Долбанный любитель. Блин, всякие оценки получать. Буду надеяться, вам понравилось. В следующей серии уже узнаем, что это что за цепной, что нас же с ним связывает, что это за катаклизмы, туманы и куча других вопросов. Честно говоря, ни хрена не понятно до сих пор, а мы уже довольно долго играем в игру, а до сих пор ничего интересного, нормального не узнали о себе. Ну хотя бы мы знаем, что в этих картах есть цепной, значит мы точно с ним связаны каким-то образом. Ну, да и он нас сразу заприметил, как только мы вошли, значит мы точно с ним знакомы. Ладно, узнаем уже в следующей серии, чем мы вообще с ним связаны, если вообще нам в следующей серии удастся узнать это. Не забывайте писать комментарии, предлагайте новые игры, буду рад именно в них потом поиграть. Все-таки потихоньку игры я все-таки доброхожу, наконец-то, которые у меня уже долгое время на канале засиживаются. Не забывайте спускаться в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер, на Discord сервер по Доки-Доки. Буду рад вас там видеть. И, разумеется, не забывайте жать на кнопочку подписаться и на колокольчик, так вы о новых видео узнаете, пополните нашу маленькую, но крепкую семью. И напоследок скажу вам, не пейте с незнакомцами в темных, незнакомых барах. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!